Переговоры провалены, перемирие сорвано, мир снова на краю большой войны. Есть ли надежда? Полицейские Балтийского моря. Кто наводит порядки и спасает мир от катастрофы? Новый барьер на границе. Что заставило Варшаву срочно строить новое заграждение? Расскажем все детали. Судьбоносные для страны и всей Европе выборы стартовали. Наша команда дежурит на месте и готова эксклюзивно рассказать все горячие подробности процесса. Об этих и других самых главных событиях воскресного вечера 12 апреля. Спасибо, что вы с нами. Говорим о том, что действительно важно. В эфире «Нехта», я Алексей Бурлаков. Начинаем. Вот вам и перемирие. Россия объявила пасхальную тишину, а на фронте за это время насчитали уже более 2200 нарушений. По данным Генштаба ВСУ, после 16:00 11 апреля и до утра 12 были штурмы, сотни обстрелов и почти 2000 ударов дронами разных типов. То есть тишина по-русски снова выглядит очень знакомо. Громкое заявление для картинки и почти сразу война в прежнем режимі. Перемир'я як такого ми не відчуваємо. То, що недавно їздили, пташки як літали, так літають. Розвідники як літали, так далі літають. Хотіли сьогодні евакуювати полеглих побратимів, тобто вони нам не дають. При этом взаимные обвинения звучали уже в первые часы после начала объявленного Кремлем прекращения огня, то есть вместо реальной паузы. Снова получилась старая схема. Москва объявляет мирный жест, а потом почти сразу возвращается к языку ударов, штурмов и обвинений. Переговоры провалены, и в США уже называют виновных. 21 час за закрытой дверью, и все снова уперлось в один вопрос. США говорят, Иран до сих пор не дал главного, четкого обещания никогда не делать ядерное оружие. Ни сейчас, ни через 2 года вообще. Именно это, по словам американской стороны, и было ключевой целью долгих закрытых переговоров. Позвольте мне сказать несколько слов благодарности. Прежде всего, премьер-министру Пакистана и фельдмаршалу Муниру, которые оба были великолепными хозяевами. И какими бы ни были недостатки этих переговоров, это произошло не по вине пакистанцев, которые проделали потрясающую работу и действительно пытались помочь нам и иранцам преодолеть разрыв и прийти к соглашению. При этом Вашингтон подчеркивает, прежняя ядерная инфраструктура Ирана уже разрушена. Но проблема, как оказалось, не только в объектах и центрифугах, а в политической воле. США хотят не временную паузу, а жесткий и долгий отказ Тегерана от ядерной бомбы. И вот этого сигнала, как заявляют американцы, они пока так и не увидели. Но иранская делегация была более дипломатична и, по их мнению, чего-то таки достигли. Этот раунд состоялся спустя 40 с лишним дней. 40 дней навязанной войны, и через несколько дней после прекращения огня в атмосфере, наполненной не просто недоверием, а подозрением и недоброжелательностью. Американская сторона вместе с сионистским режимом уже во 2-й раз за 9 месяцев совершила агрессию против Ирана. Поэтому с самого начала не следовало ожидать, что мы сможем достичь соглашения за одну встречу. Тем не менее, намек на надежду есть. Ормуз понемногу оттаивает, но о норме говорить рано. Катар объявил, что снова открывает движение судов в своих водах, пока только днем с 6 утра до 6 вечера. Для рыболовных судов режим мягче. Это первый осторожный сигнал, что морская логистика в регионе начинает оживать после всего хаоса, который больше месяца душил поставки и держал танкеры на стопе. Но главный узел все еще не развязан. 2 американских эсминца прошли через пролив, чтобы подготовить безопасный коридор для коммерческих судов, но чудо так и не произошло. 2 пустых супертанкера развернулись у входа в Ормузский пролив. Но это еще не значит, что он снова захлопнулся наглухо. Reuters фиксировал, что 3 пустых танкера как раз заходили в Ормуз, а после срыва переговоров другие СМИ сообщили о развороте как минимум 2 из них. При этом как минимум одно судно все же прошло дальше. Ирландия уже дошла до точки, где спор о ценах на дизель начал бить по национальной безопасности. У единственного нефтезавода страны Уайтгейте полиция силой прорвала блокаду протестующих, которые перегородили дорогу тракторами и грузовиками. Медиа пишут, что протесты вспыхнули после роста цен на дизель более чем на 20% на фоне войны США и Ирана, а перебой с поставками уже оставили без топлива сотни заправок. По данным Irish Times и The Journal, на месте применения
применяли спецсредства, в том числе перцовый спрей, а для расчистки подъезда к заводу привлекали тяжелую технику и армейских инженеров. Протестующие требуют снижения налоговой нагрузки на топливо, но правительство отказывается вести прямые переговоры с неформальными группами и предупреждает, что блокада уже вредит экономике и ставит под угрозу снабжение. То есть это уже не просто дорожный бунт фермеров и дальнобойщиков, а момент, когда международный нефтяной кризис внезапно врезался в повседневную жизнь целой страны. В Венгрии стартовали выборы, которые могут снести Виктора Орбана после 16 лет у власти. С утра по всей стране открылись участки, и главная схватка идет между его Фидес и оппозиционной Тисой Петера Мадьяра. Независимые опросы дают все шансы оппозиции, провластные рисуют победу Орбану. Уже в первый час явка рванула выше уровней прошлых выборов. К 7 утра проголосовали более 260 тысяч человек. Это почти 3,5% избирателей против почти 2% в 2022. И чем выше явка, тем тревожнее для Фидес, партии Орбана. На таких выборах на участки обычно идут не только лояльные, но и злые, уставшие, те, кто хочет перемен. И прямо на старте пошел старый знакомый грязный жанр обвинения в подкупе голосов. Партия Орбана уже бросила в сторону Тисы намек на якобы подготовку скупки голосов ромских избирателей. То есть пока страна только начала голосовать, власть уже готовит почву под возможный скандал. Я прошу всех сохранять мир, выдержку и спокойствие. Никто не должен поддаваться ни на какие провокации. Мы точно знаем, что если эти выборы пройдут спокойно и законно, то их выиграют Тиса и Венгрия. У нас есть выбор между Востоком и Западом, между пропагандой и честной общественной дискуссией, между коррупцией и чистой общественной жизнью, между дальнейшим упадком и полным крахом государственных общественных услуг или возвращением средств ЕС домой и запуском венгерской экономики. А за тем, что происходит в Венгрии, непосредственно следит наша команда, которая сейчас в Будапеште и прямо сейчас эксклюзивно и с самыми горячими подробностями готова нас познакомить. Прямо сейчас мы находимся на одном из избирательных участков в Будапеште. Выборы в Венгрии проходят в спокойной атмосфере, несмотря на рекордно высокую явку. По данным на 15:00 проголосовали 66% избирателей. Для сравнения, в 2010 году, когда Орбан пришел к власти, этот показатель был на уровне 33,5%, а на предыдущих выборах 52,75%. Основные события в Будапеште начнутся после закрытия избирательных участков в 19:00, за которыми мы будем следить и передавать самые актуальные новости. Подписывайтесь на наши каналы, чтобы ничего не пропустить. Орбан снова строил кампанию на страхе Украине, Брюсселе, втягивании в войну и старой страшилке про внешнюю угрозу. Мадьяр, наоборот, старался не лезть в военную тему и бил по усталости от власти. На этом фоне все громче звучали и скандалы о связях Будапешта с Москвой. I'm here to win. Я тут, чтобы победить. А что, если проиграете? Я люблю побеждать. На месте Зеленского вы бы передали свои территории России? Мне повезло, что я не Зеленский. Поэтому сейчас Венгрия голосует не только за новый парламент, она голосует за то, останется ли Орбан хозяином страны или его эпоха начнет рушиться уже сегодня. Устанавливать свои порядки все жестче на море продолжает один из новых членов НАТО. Швеция снова ловит подозрительное судно в Балтике и снова спасает мир от экологической катастрофы. Побережье Истада шведская береговая охрана остановила балкер под флагом Панамы, который шел из России в сторону Испании. По предварительной версии, судно могло сбрасывать в море угольные отходы. Уже начато расследование, прокурор распорядился провести допросы. Для Швеции это вопрос не только экологии, но и контроля над морем. Кто и что именно везет, что сбрасывает и насколько далеко готов зайти, пока регион и так живет в режиме повышенной нервозности. Турция назначила Гитлера нашего времени. В Анкаре сорвались на максимально жесткую формулировку. Это не пересказ из соцсетей, а официальная позиция турецкого МИД. Нынешняя цель Нетаньяху – сорвать продолжающиеся мирные переговоры и продолжить свою экспансионистскую политику в регионе. Если это ему не удастся, он рискует предстать перед судом в собственной стране и, вероятно, будет приговорен к тюремному заключению. В заявлении также напомнили об ордере Международного уголовного суда на арест Нетаньяху и пообещали добиваться его ответственности за совершенное преступление. То есть конфликт между Турцией и Израилем уже уходит далеко за рамки обычной дипломатической перепалки. И,
К слову, не только в Турции. В Испании тоже дошло до уличного символизма против Нетаньяху. Израиль даже вызвал временного поверенного Испании после того, как в испанском городе сожгли чучело израильского премьера с надписью «Геноцидник». В МИД Израиля это назвали очередным проявлением антисемитизма и антиизраильской одержимости со стороны Испании. На границе с Белоруссией Польша срочно усиливает заграждение. Там начали строить новую запору, которая должна укрепить уже существующий барьер. Речь идет о 4-метровой сетке вдоль технической дороги с колючей проволокой сверху, дополнительными бухтами проволоки и отдельным 2-метровым ограждением со стороны леса, чтобы не калечить животных. Работы одновременно стартовали в 5 точках на Подляшье. Пограничники, говорят, выбрали самые уязвимые места, где выше риск нелегального перехода. Цель не просто остановить мигрантов, а выиграть время для реакции. Новый забор должен замедлить попытки прорыва так, чтобы нарушителей можно было перехватывать уже на польской стороне и забирать инструменты, которыми режут или ломают преграды. В итоге запор хотят протянуть по всему 186-километровому участку границы в Подляском воеводстве и закончить работы к концу весны. Невероятное открытие. Вы очень удивитесь, когда узнаете. Это немыслимо. Кто бы мог подумать? Госмессенджер в России, который подавали как безопасную альтернативу всему, сам оказался дырявым как сито. В МАКС нашли уже 213 уязвимостей. Самое тревожное из них — это класс ошибок, при котором можно добраться до чужих сообщений, чатов и файлов. На платформе Standoff 365 среди самых дорогих сценариев прямо указаны доступ к приватным сообщениям пользователя, ко всему пользовательскому контенту и утечки персональных данных. Формально команда МАКС говорит, что это не скандал, а нормальная работа, мол, уязвимости ищут именно за тем, чтобы быстро закрывать. И да, сама по себе такая программа обычная практика, но мессенджер, который должен был стать государственно надежным, пока выглядит так, будто хакеры читают его внимательнее, чем разработчики. А мы, я напомню, разработали свой VPN, который позволит вам оставаться на связи стабильно и анонимно. А в прошлом выпуске Британия срочно готовится к войне и усиливает сдерживание Москвы. США запускают новую военную операцию. НАТО подняла авиацию и перехватила российскую подлодку. В Будапеште решающий массовый протест против Орбана. Если еще не видели, обязательно посмотрите. А мы с вами встретимся уже утром.